Добрый день! Сегодня мы с вами научимся выполнять вот такую интересную, уютную и красивую модель следочков. Данная модель выполнена на 2 спицах без швов. Работу мы начнем с выполнения задней части, затем выполним подошву, убавление носочной части и после этого выполним верхнюю часть изделия. Данная модель подойдет на размер 38-39. Как изменить размер, я расскажу в процессе выполнения. Сама модель выполняется несложным узором, поэтому предлагаю присоединиться к нам и начинающим рукодельницам. Для работы мы будем использовать тонкую полушерстяную пряжу. Возьмем нить в 3 сложения. Нам понадобятся спицы, сантиметровая лента и ножницы. Приступаем к выполнению. Ниточкой в 3 сложения, классическим набором на 2 спицы необходимо набрать 33 петли. Набираем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так набираем все петли. Я набрала 33 петли, и мы приступаем к выполнению первого ряда основного узора полотна. Сейчас кромочную снимаем, и все петли лицевого ряда мы провязываем лицевыми. То есть первый ряд узора, все петли лицевые. В данном случае мы провязываем лицевые за переднюю стеночку петли. Так мы выполняем до конца ряда. Довязываю первый ряд до конца. Лицевые, кромочная в конце ряда, изнаночной петлей. Первый ряд узора мы провязали, работу переворачиваем и во втором ряду кромочную снимаем и провязываем все петли изнаночными. Так, до конца ряда. Мы с вами провязали 2 ряда узора и приступаем к выполнению третьего ряда. Будем вязать так. Кромочную петлю мы снимаем, дальше провязываем 1 лицевая петля. Следующую петелечку мы снимаем, не провязывая, при этом рабочую ниточку оставляем за работой. Просто переносим вот таким образом. Затем снова 1 лицевая. Следующую петелечку переносим, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Получается раппорт в ширину у нас 2 петли. И чередуем 1 лицевая, следующую петелечку переносим, не провязывая, 1 лицевая, снимаем, не провязывая. И так мы будем чередовать до конца ряда. Заканчиваем выполнение третьего ряда. Я провязала лицевая петля, следующую петелечку снимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой, и остается провязать последнюю петлю перед кромочной, она лицевая, это петля для симметрии узора, и кромочная изнаночной петлей. Третий ряд мы выполнили, работу переворачиваем. В 4 ряду мы будем вязать так. Кромочную петлю мы снимаем, дальше провязываем 1 лицевую за переднюю стеночку петли. Провязали, переносим рабочую ниточку перед работой и следующую петелечку мы снимаем, не провязывая, ниточка перед работой. И дальше будем чередовать 1 лицевая за переднюю стеночку и следующую петлю мы снимаем, не провязывая, рабочая нить перед работой. И снова 1 лицевая, следующую петелечку мы снимаем, 1 лицевая, петелечку снимаем, рабочая ниточка перед работой, лицевая за переднюю стеночку, следующую петелечку переносим
И так продолжим вязать до конца ряда. Заканчиваем выполнение 4-го ряда. Вот я петелечку сняла, рабочая нить перед работой, и остается одна петелечка, ее провязываем лицевой за переднюю стеночку, кромочную выполняем изнаночной. Мы провязали 4 ряда, и вот так выглядит наше полотно сейчас. Мы с вами выполнили раппорт в высоту нашего основного узора. Дальше мы должны будем повторять с 1 по 4 ряд. И всего таких рядов провяжем 28. Я продолжила работу и связала 28 рядов нашим основным узором. Вот так интересно выглядит полотно. Оно достаточно плотненькое за счет снятых непровязанных петель. Для начинающих, чтобы проще было просчитать количество рядов, считаем по кромочным. То есть всего у нас получается 14 кромочных петель. И сейчас покажу, что мы будем делать дальше. Получается, мы с вами выполнили вот эту часть. И дальше мы будем формировать пяточку. Для этого перейдем на платочную вязку и будем вязать центральных 11 петель. Ну, сейчас мы приступим. Как ранее я уже сказала, дальше работу мы продолжим платочной вязкой и будем вязать так. Первых 11 петель провязываем лицевыми. Кромочную снимаем, это первая петля, потом вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11 петля. Раз, два, три, четыре, пять, 11 петель. Мы довязали до центральных 11 и будем дальше вязать так. Также продолжаем вязать их лицевыми петлями и просчитываем. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10 петля. Последнюю 11 петлю вместе со следующей петлей мы будем провязывать в конце лицевого ряда изнаночной петлей. Провязали, и теперь работу мы переворачиваем. Сейчас первую петелечку снимаем, мы вяжем платочной вязкой, а это значит и лицевые, и изнаночные ряды, все петли лицевые, и вяжем лицевыми. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10 петля, а 11 петлю с петлей полотна мы в конце изнаночного ряда будем провязывать вместе лицевой петлей за заднюю стеночку. Вот таким образом. Все провязали, и снова работу переворачиваем. То есть мы вяжем только 11 петель. Первую петелечку мы снимаем, вяжем вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11 петлю с петлей полотна мы провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали, переворачиваем. Первую петелечку снимаем, вяжем вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11 петелечку с петлей полотна мы провязываем вместе лицевой петлей за заднюю стеночку. Провязали. И повторяем наши действия. Переворачиваем работу. Первую петелечку снимаем, дальше вяжем все петли лицевые, последнюю петелечку с петлей полотна в конце лицевого ряда мы провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали и переворачиваем работу.
первую петелечку мы снимаем, также провязываем петли лицевыми, а последнюю петелечку 11 с петлей полотна мы провязываем, как и ранее, вместе лицевой петлей за заднюю стеночку. И посмотрим, что у нас получается. У нас уже формируется пяточка, то есть полотно наше заворачивается. Принцип выполнения, я думаю, понятен. И так мы будем вязать до тех пор, пока у нас на спицах не останется 11 петель. Вот я довязала до тех пор, пока у меня осталось 11 петель на спицах. 11. И вот полотно пяточки у нас сформировано. Хорошо видно. И дальше для того, чтобы продолжить работу с двух сторон полотна по кромочным ранее выполненного полотна, мы доберем по 10 петель. Сейчас я работу переворачиваю на изнаночную сторону. И вот в том месте, где я закончила выполнение изнаночного ряда, вот хорошо видны наши кромочные петли, буду добирать 10 петель. И добирать их буду следующим образом. Завожу с лицевой стороны спицу, подхватываю рабочую ниточку и выполняю петлю. Первая петелечка, точно так же вторая. Вот под кромочную петлю мы заводим под 2 долечки, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и последняя 10-я петелечка. Добрали 10 петель, работу переворачиваем и будем продолжать вязать платочной вязкой, то есть все петли лицевые. Кромочную мы снимаем и провязываем сначала те петли, которые мы добрали лицевыми, а затем те петли, которые мы уже вязали в полотне пяточки. И последняя петелечка. Провязали все петли, и теперь с этой стороны полотна мы также должны добрать 10 петель. Вот наши кромочные петли. Добираем, мы заводим уже с лицевой стороны, так как смотрят на нас петли, спицу, и добираем первая, вторая, вот под кромочную под 2 долечки, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и последняя 10-я петелечка. Добрали, переворачиваем работу и мы продолжаем вязать платочной вязкой, то есть все петли лицевые и в изнаночном ряду. Сейчас кромочную мы снимаем и провязываем сначала те петли, которые мы добирали, и затем уже все оставшиеся петли, которые мы ранее провязывали. И кромочную в конце ряда выполняем изнаночной петлей. Работу мы переворачиваем. Вот такой удлиненный ряд у нас получился. Сейчас я покажу, что мы будем делать дальше. Получается, после формирования пяточки мы с двух сторон с вами добрали по 10 петель. И дальше наша задача провязать
до убавлений носочной части. Вот эта часть для каждого размера, количество рядов разное. Я для нашего размера провяжу 34 ряда ровно. А как изменить размер, я позже вам расскажу. Я продолжила вязать от того места, где мы добирали петли, и всего провязала 34 ряда платочной вязкой. И сейчас мы измеряем от пяточки до того места, где мы сейчас провязываем. Получается, если немножко растянуть, вот около 15-16 сантиметров. Это при размере 38-39, где стелечка 24-25 сантиметров. То есть эта длина приблизительно должна быть равна 2/3 длины стелечки. Соответственно, если размер больше, вы вяжете больше, и наоборот, если размер меньше, вы вяжете меньше. И дальше мы приступим к выполнению носочной части. И сейчас мы будем провязывать ряды с убавлениями. И первый ряд с убавлениями будем выполнять так. Кромочную петлю мы снимаем. Следующие 2 петли мы провязываем вместе лицевой за переднюю стеночку. Провязали. Дальше 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Получается, вот наши центральные петелечки, 3 петли. Немножко их подтяну. И эти 3 петли мы должны будем провязать вместе лицевой за переднюю стеночку. То есть мы делаем убавление после кромочной, в центре и потом перед кромочной. Провязали 3 вместе. Дальше 11 лицевых. Провязали 11 петель, и остаются 2 петелечки перед кромочной. Мы их также провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Выполнили убавление в конце ряда и кромочной изнаночной петлей. Первый ряд с убавлениями готов. В изнаночном ряду все петли лицевые. Изнаночный ряд я выполнила, и теперь следующий ряд с убавлениями. Кромочную петлю мы снимаем, следующие 2 петелечки провязываем вместе лицевой за переднюю стеночку. Далее 9 лицевых, затем центральные 3 петли мы должны будем провязать вместе лицевой. Немножко я растягиваю и провязываем вместе лицевой, захватывая переднюю стеночку петли. И подтягиваем немножечко. Дальше 9 лицевых. И делаем убавление в конце ряда. Провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. И кромочная, изнаночная. Выполнили. В изнаночном ряду все петли лицевые. Провязали изнаночный ряд, и теперь следующий ряд с убавлениями. Кромочную мы снимаем, провязываем первые 2 петелечки вместе лицевой за переднюю стенку, затем 7 лицевых, центральные 3 петли, как и ранее, мы будем провязывать вместе лицевой. Немножко растягиваю, чтобы проще провязать. И провязываем вместе лицевой за переднюю стеночку. Провязали. Затем 7 лицевых.
И в конце ряда делаем убавление, провязывая 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду все петли лицевые. Мы продолжаем с вами вязать полотно носочной части, и следующий лицевой ряд мы будем вязать без убавлений. То есть кромочную мы снимаем и провязываем ряд лицевых петель, не делая убавления. И точно так же провяжем изнаночный ряд. Мы выполнили лицевой и изнаночный ряды без убавлений и провязываем следующий лицевой ряд, в котором будут убавления. Кромочную петлю мы снимаем. Следующие 2 петелечки провязываем вместе лицевой за переднюю стеночку, затем 5 лицевых, центральные 3 лицевые петли мы, как и ранее, провяжем вместе лицевой за переднюю стеночку, затем 5 лицевых, и заканчиваем ряд, выполняем убавление 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, кромочной, изнаночной петлей. Мы выполнили ряд с убавлениями, затем мы провяжем один изнаночный ряд без убавлений и еще один лицевой и изнаночные ряды также без убавлений. Я провязала 3 ряда изнаночный, лицевой и изнаночный без убавлений, и приступаем к выполнению последнего ряда с убавлениями. Сейчас кромочную мы снимаем, следующие 2 петелечки вместе лицевой за переднюю стеночку, затем 3 лицевые, центральные 3 лицевые петли мы будем провязывать вместе, как и ранее, за переднюю стеночку петли, и затем 3 лицевые и убавление в конце ряда 2 вместе лицевой за переднюю стеночку петли, кромочная, изнаночная. Мы с вами выполнили последний ряд с убавлениями. У нас остается 1, 2, 3, 4, 5, 11 петель, и мы должны провязать еще 3 ряда, так же как и ранее, без убавлений. Один изнаночный, затем лицевой и изнаночный. Я провязала еще 3 ряда без убавлений. И давайте посмотрим, что мы будем выполнять далее. То есть вот мы с вами выполнили все убавления носочной части. И дальше мы перейдем с вами на выполнение верхней части нашего следочка. При этом вязать его буду я основным узором, с которого мы начинали. И при выполнении этого полотна с 2 сторон я буду выполнять присоединение к ранее выполненному полотну. Давайте посмотрим, как это выполнить. Сейчас мы будем провязывать первый ряд основного узора и также первый ряд нашей верхней части. Кромочную снимаем, и первый ряд у нас все петли лицевые в узоре. Кромочную петлю мы пока не провязываем, а переносим ее с левой спицы на правую. При этом рабочую ниточку оставляем перед работой, вот таким образом. И присоединяться мы будем к кромочным полотнам. Вот наши кромочные петелечки. При этом первую кромочную мы пропустим, а начнем присоединение со второй кромочной. И в данном случае будем захватывать ближнюю долечку петли, вот таким образом. Захватили петелечку, затем перенесли назад нашу кромочную, и эти 2 петли мы провяжем вместе изнаночной. Мы выполнили присоединение с одной стороны. Теперь работу переворачиваем и вяжем второй ряд узора. Кромочную снимаем. Во втором ряду у нас все петли изнаночные.
довязали до конца ряда. Рабочую нить оставляем за работой и кромочную петлю мы переносим. И будем также выполнять присоединение по кромочным ранее связанного полотна. И также первую кромочную мы пропускаем, начнем присоединение со второй и захватывать мы будем дальнюю долечку петли. Возвращаем назад кромочную и эти две петли провязываем вместе лицевой петлей. Выполнили работу, переворачиваем, и теперь мы кромочную снимаем, и третий ряд узора мы вяжем так: 1 лицевая петля, следующую мы снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой, лицевая петлю снимаем, лицевая петлю снимаем, лицевая петлю снимаем, и петля для симметрии узора лицевая. Рабочую нить перед работой, кромочную петлю мы переносим, развернем к себе полотно, чтобы лучше было видно. И вот уже следующая кромочная петля полотна, вводим спицу, возвращаем назад кромочную, и эти две петли провязываем вместе изнаночной. Провязали. Теперь мы кромочную снимаем и вяжем 4-й ряд узора. Лицевая за переднюю стеночку, рабочую нить перед работой, следующую петлю мы снимаем, не провязывая, и далее чередуем: лицевая, петлю не провязываем, лицевая, петлю не провязываем, и в конце ряда у нас для симметрии узора 1 лицевая петля. Рабочую ниточку оставляем за работой, кромочную не провязываем пока, захватываем дальнюю долечку следующей кромочной петли полотна, возвращаем назад непровязанную петлю и выполняем 2 вместе лицевой. Работу перевернем. Давайте повторим наши действия еще раз. Раппорт узора я уже провязала. Начинаем выполнение второго раппорта. Кромочную мы снимаем, провязываем ряд лицевых петель. То есть первый ряд узора — это ряд лицевых петель. Теперь рабочую ниточку переносим перед работой, подхватываем кромочную и пока ее не провязываем, захватываем ближнюю долечку следующей кромочной петли полотна, возвращаем назад непровязанную петлю и эти 2 петли провяжем вместе изнаночной. Выполнили работу, переворачиваем. Второй ряд узора — это все петли изнаночные. Кромочную мы снимаем, провязываем изнаночные петли. Рабочую нить оставляем за работой, подхватываем кромочную, переносим, затем захватываем заднюю долечку кромочной петли ранее связанного полотна, возвращаем непровязанную петлю и эти 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали. Я думаю, принцип присоединения вам понятен. Вот сейчас мы уже начали выполнение верхней части нашего следочка. И так необходимо провязать, пока мы не присоединимся ко всему ранее связанному полотну. Я продолжила присоединение ко всему ранее связанному полотну. Вот сейчас я лицевой ряд последний раз присоединила с этой стороны полотна. И мы переворачиваем на изнаночную сторону. У нас остается одно присоединение. В этом ряду я петли закрою и выполню присоединение. Закрывать петли буду, провязывая лицевыми. Вы можете закрыть, как вам больше нравится. Значения не имеет.
Вот сейчас получается у нас последняя кромочная петля, ее я пока не провязываю, рабочая ниточка у нас за работой, подхватываю кромочные петли полотна одну долечку, и теперь все петли, которые у меня на правой спице, переношу на левую, и все эти 3 петли провязываю вместе лицевой. Таким образом я завершаю работу. Спицы мы убираем. И в принципе работу мы с вами закончили. Такие замечательные следочки у нас получились. Давайте посмотрим, как это выглядит в объеме. Такие замечательные, очень уютные, красивые следочки у нас сегодня получились. Вяжутся они легко, на 2 спицах без швов. С ними справится и начинающая рукодельница. Я желаю вам творческих успехов!